Привет! Сегодня мы с вами свяжем вот такие классные трусики-блумеры, которые одеваются на подгузник. Это у меня продолжение комплекта, который я уже показывала на своем канале. Приятного просмотра! Я буду продолжать вязать комплект из пряжи Кроха, детская серия, 135 метров на 50 грамм, 20% мериноса, 80 акрила. Цвет кофе с молоком. Так вот все. Здесь, к сожалению, заклеено и ничего не понятно, что тут написано. Наклейки клеят свои. Не гладить, не машинки не стирать. Ну, ничего не понятно, не заклеили наклейкой. На других, кстати, тоже точно так же они клеят сюда наклейку. И ничего не понятно, что там написано. Нам понадобится бросовая нить контрастного цвета. Как бы контраст не сильный, но все равно будет заметно, где красная, где коричневая. Так. Мы пока прибираем. Сразу же скажу, что я буду начинать вязать из остаточков, потому что передняя часть, она у нас вяжется отдельно от всего, если так можно сказать. И на нее можно тратить остаточки пряжи. Я также вязала бодики. У меня сколько сейчас бодиков? 5 штук. И я всегда использовала именно остаточек пряжи на переднюю часть. Так. Далее нам понадобится 2 пары спиц, потому что основную часть мы будем вязать на одних спицах, а резинку будем вязать на спицах меньшего размера. Так, дальше нам обязательно понадобятся ножницы, крючок, это для того, чтобы ниточки убирать, много маркеров, 5 штучек точно понадобится, и игла. Мы будем делать закрытие иглой. Да, мастер-класс будет долгий по времени, но в принципе результат получится стоящий, поэтому я думаю, что можно потратить на это свое время. В принципе, работа сама по себе вяжется очень быстро. Все свои расчеты я оставлю в описании под видео. Я буду вязать самый маленький размер, 0,3 месяца. Давайте приступим к вязанию. На бросовую нить мы набираем 11 петелек. На большие размеры 13 и 15, следовательно. Там увеличивается количество рядов, которые будете вы вверх вязать. Так, сколько набрала? 2, 4, 6, 7. 8, 9, 10, 11. Разворачиваем. Лишнее потом отрежете. Берем наш клубочек и с первой петли начинаем вязать. Потом, когда мы будем вязать вторую часть, здесь мы сможем поднять только 10 петель, поэтому придется из серединки достать еще одну петлю. Вяжем все лицевыми петельками. Все вяжем лицевыми. 5 рядов без каких-либо прибавок. Блумеры у нас вяжутся платочной вязкой. Можете вязать лицевой, но тогда это будет точно такой же вид, как вот я бодик вязала. Они будут выглядеть точно так же. Вот здесь вот потом будет сложно поднять петельку, но ничего страшного, поднимем. Видите, вот здесь у нас получается сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А вот она наша 11 петля. Мы потом просто ее подвернем и поднимем. В принципе, в готовой работе это вообще никак не заметно. Это у нас был первый ряд. Второй ряд. Мы вяжем платочной вязкой 5 рядов. Естественно, все кромочные мы провязываем изнаночной. 5 рядов провязаны, и в данный момент нам нужно поставить маркеры. Так как у нас здесь нет застежки, мы здесь не вяжем супер много рядов, как мы вязали в бодиках, 9 рядов и еще сзади много рядов. Нет, здесь мы вяжем просто всего 5 рядов. Мы ставим маркеры. 4 петли с этого края. 4 петли с этого. В больших размерах будет то же самое, только посередине будет увеличиваться количество петель. Сейчас нам абсолютно без разницы, как вот здесь у нас будут петли. Нам нужно просто связать 5 рядов. Когда мы будем вязать заднюю часть, мы уже будем ориентироваться. Мы начнем или с этой стороны вязать ряд, или с этой. Мы все равно все подгадаем, не переживайте насчет этого. Это вообще сейчас все не важно.
лицевой это ряд у нас, изнаночный. У нас получается это изнаночный ряд, если считать без красненькой. А если с красненькой ниточкой, то это у нас сейчас лицевой ряд. Так, начинаем делать прибавки. Прибавки делаются в лицевых рядах. Теперь вам нужно ориентироваться. Лицевой ряд у вас, когда у вас ниточка с левой стороны. Это у вас лицевой ряд. Делаем. Протяжки здесь поднимать бесполезно. Это будет некрасиво. Мы делаем вот такую прибавочку. Прибавочка скрещенный накид. Я так скажу. Вот это скрещенный накид. Обычные накиды здесь не нужны. Это будет некрасиво. Это получается, что у ребенка, на подгузнике будут дырки видны. Вторая прибавка. И провязываем до конца ряда. Все ряды мы вяжем лицевыми петлями. Абсолютно все. В дальнейшем вам будет уже видно, где изнаночная часть, потому что на ней такие характерные полосочки появятся. Сейчас они уже будут видны. Провязываем изнаночный ряд весь просто лицевыми. Вот эта полосочка, по ней вы будете ориентироваться, где у вас изнанка, где у вас лицо. Если честно, я уже вижу, какие я связала 5 бодиков, и это у меня вторые блумеры. И я все равно почему-то что-то забываю. Все очень просто на самом деле. Так, это у нас второй ряд прибавок. Всего нам нужно прибавить до 27 петель. Это получается 19 петель должны стоять между маркерами. Я слишком быстро не вяжу, чтобы вы все успели посмотреть. Да я, в принципе, не особенно-то и быстро вяжу. Прибавка в лицевом ряду. Провязываем все петельки. Прибавки, конечно, можно сделать абсолютно по-разному, но все-таки здесь такая, как правильнее выразиться, базовая вещь, и на ней нет никаких рисунков. Прибавку можно делать и в рисунок, да. Если вы какой-то ажур вяжете, можно с ажуром делать прибавки. Это такой базовый вариант. Так, сделала. Сейчас у меня должно быть 7 петель. Здесь 2, 4, 6, 7. Изнаночный ряд опять у нас. Я думаю, что я уже все вам понятно объяснила, и вы до 27 петель сами сможете все прибавить. Волосы кошачьи. Просто все вяжем лицевыми петельками. Вот уже видно, да, где изнанка. У нас здесь есть такие полосочки. Встретимся с вами, когда у вас уже будет на спицах 27 петелек. Вот наши 27 петелек. Вязание мы сразу же перебрасываем с вами на спицы, которые мы взяли дополнительно. Они нам понадобятся не только, когда мы будем резинку вязать. Маркеры, конечно, уже можно было снять, но уже с ними сняла. Просто перебрасываем на вторую пару спиц, потому что нам сейчас надо будет в обратную сторону вязать. Попку я уже не буду так подробно объяснять, потому что там все то же самое. Я вам скажу только, какое количество рядов связать. И да, потому что там дальше еще много чего показывать. Не вижу смысла повторять одно и то же. Вот мы переодели. Нитку мы, конечно же, уже отрезаем. Она нам не нужна. И сейчас я уже буду с другого мотка продолжать вязать. Сейчас мы должны вот отсюда поднять петли. Как я и говорила, 11 штучек. Вот они у нас. Поднимаем их. И нам нужно будет брать бросовую нить. Можете ее вырезать, можете вытащить, как хотите. Я буду вырезать, чтобы не тратить свое время. Так, сколько у меня получилось? 2, 4, 6, 8, 10. И вот отсюда еще надо будет поднять сейчас 11. Вот она у нас, видите, она такая. Можно вот так, в принципе, ее сделать и закрепить. Мы так и сделаем. Вот это наша 11 петля. Просто я вот так ее сюда протяну. И вырезаем вот эту нить или убираем просто. Так, вот я все подняла, и мы должны начать вязать с того ряда, где у нас вот так вот изнаночные. Видите, вот здесь у нас лицевые петельки, а вот тут изнаночные. Значит, мы начинаем вязать с этого ряда. Вяжем мы, по-моему, 8 рядов в высоту без изменений.
Если надо будет провязать 9, я вам скажу. Просто провязываем первую кромочную нашу и вяжем до конца ряда. Вот эту нашу 11 петлю мы потом ее закрепим, никуда она у нас не денется. Кромочная. Подтягиваем. У нас лицевой ряд теперь. Далее вяжем 8 рядов, по-моему. Если надо будет провязать 9, я вам скажу. Так, все-таки я провязала 9 рядов. И мы сейчас приступаем к увеличению. Делаем все то же самое, что и делали в передней части. Только нам нужно будет увеличить до, сейчас скажу, 35 петель. Да, до 35 петель. Мы провязали 9 рядов. Я, наверное, как-то неправильно посчитала. Я, возможно, знаете, в прошлый раз чуть по-другому связала. В этот раз более правильно я связала. Вяжите именно так, как я сейчас сделала. В прошлый раз мне не очень понравилось. 9 рядов. И в 10-м начинаются прибавки. Все правильно. 9 рядов, в 10-м прибавки. Ставим маркеры. И делаем точно такие же прибавки. Я вернусь к вам, когда у меня будет полностью связана задняя часть. Я связала заднюю часть, и теперь нам нужно полностью провязать еще один лицевой ряд задней части. Так, провязали, и теперь нам нужно донабрать 3 петельки. Набираем, как мы делали прибавки, 3 штучки. 1, 2, 3. И мы приступаем к передней части. Здесь у нас ниточка, видите, отрезанная, поэтому ничего страшного. Сейчас петелечка, конечно же, у нас вытянется, но мы ее просто затянем. Хорошо подтянули и вяжем полностью лицевую часть. Так, провязываем последнюю петельку, вяжем ее уже лицевой, просто так как она у нас не кромочная, и мы убираем, эта пара спиц нам больше не нужна. Мы донабираем 3 петельки. Сейчас нам нужно будет убрать маркер, они нам в принципе уже не нужны, и оставить один вот тут. Это у нас начало ряда теперь. Так как мы вяжем далее также платочной вязкой, сейчас у нас начинается изнаночный ряд. Просто изнаночными петельками вяжем, хорошо подтягиваем и вяжем весь ряд изнаночными петлями. Сейчас перевешу маркер. Теперь у нас ряд начинается вот тут, перед этими 3 петельками, какие мы прибавили только что. Что делаем дальше? Я думаю, что, в принципе, я сейчас вам просто дам описание. Здесь ничего показывать не надо. Каждый раз перед вот этим маркером, после этого маркера, мы будем менять петельки. Сейчас у нас изнаночный, следующий ряд у нас лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой. И таким образом платочной вязкой мы вверх вяжем 20 рядов же, правильно? Да, 20 рядов нам надо провязать. Если хотите повыше, провяжите повыше. Я провяжу 20, у меня на тех трусиках 16, я думаю, что все-таки 20 будет смотреться лучше. Вяжем просто теперь в высоту 20 рядов. Вот я связала основную часть наших трусиков. Они получаются достаточно высокие. Они будут, ну, чуть выше середины живота у нас заканчиваться. Вот так вот они сейчас выглядят. Так выглядит у нас здесь боковой, так скажем, наш шовчик. И сейчас мы с вами переходим на резинку 1 на 1. Вязать мы будем ее спицами 3 миллиметра. Начинаем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Таким образом мы вяжем 12 рядов. Хотите выше, хотите ниже, это все на ваш вкус. Я буду закрывать резинку иглой, поэтому я провяжу всего 12 рядов. Еще буду я вязать 2 подготовительных ряда. Если вы будете закрывать спицами, то вы вяжите 14 рядов и в 15 закроете. Я покажу, как закрыть спицами, покажу, как закрыть иглой. Как закрыть спицами, сейчас сразу покажу. Мы делаем накиды. Это называется эластичный способ закрытия петель
спицами. Когда мы закрываем изнаночную, мы делаем вот такой накид. Сбрасываем накид. И сбрасываем предыдущую петлю. Сейчас допустим, что у нас это лицевая. Когда лицевая, мы делаем на себя накид. Вот таким образом. На себя накид. Провязали. Сбросили накид. Сбросили предыдущую петлю. Вот таким образом закрываем, если вы не хотите закрывать иголочкой. Перед тем, как делать закрытие, нам нужно провязать 2 подготовительных ряда. Мы будем провязывать сейчас полурезинку. Лицевые мы провязываем, изнаночные снимаем, лицевые провязываем, изнаночные снимаем. Видите, нить перед работой, когда мы снимаем изнаночные. Провязываем так полностью весь ряд. Лицевые провязываем, изнаночные переснимаем, нить перед работой, перед петелькой. Второй ряд мы снимаем лицевые, ниточка за работой, провязываем изнаночные петельки. Лицевую снимаем, ниточка за петелечкой, то есть за работой. Вот таким образом вяжем до конца ряд. В следующем ряду мы будем уже делать полностью закрытие петелек. Вот так вот. Это полая резиночка. Нам нужно отрезать нить в 3 раза больше, чем наше изделие. Будет чуть-чуть больше, ничего страшного, но лучше больше, чем меньше, как говорится. Чтобы потом не пришлось присоединять нить и прятать узлы. Я лично вот так вот в 2 раза складываю нить. Мне она абсолютно не мешается. Так, начнем с того, что у меня петли стоят абсолютно неправильно. В принципе, мне бы их все переставить. Давайте-ка я переставлю сейчас петли, чтобы они у меня все стояли правильно. Потому что они у меня все перевернуты, и они должны стоять абсолютно по-другому. Просто петельки должны стоять вот так. У лицевой должна стоять левая дужка вперед, у изнаночной правая. А так как у меня, я даже не с какими я бабушкиными вяжу, не бабушкиными. Я просто-напросто забываю, какими я вяжу, и все время у меня получается все вот так. Так, начинаем. Если вы не хотите или не умеете делать закрытие иголочкой, закройте, как я вам показала. В этом нет ничего страшного, все равно будет все смотреться красиво. Вводим нить в первую петлю. Первая петля у нас лицевая. Снимаем ее, но нам пока что не нужна. Так, теперь мы входим в изнаночную петлю. В изнаночную петлю мы входим так. Слева направо входим в изнаночную петлю. Запуталась об штатив нитка. Да, я, наверное, опять слишком длинную. Почему-то моя камера решила ничего не записывать. Ей, видимо, так захотелось. Ну ладно. Как мы входим в лицевую петельку? В лицевую петельку мы входим вот так. И выходим вот так. Изнаночная петелька. Внимательно смотрите, она у нас чаще всего вот так вот бочком лежит. Видно вам? Вот она бочком лежит, наша изнаночная петля. И мы в нее входим вот так. Сзади, сзади наперед. А выходим спереда назад. Подтянули. В лицевую мы входим спереда назад и сзади наперед. Изнаночная опять вот она у нас легла, лежит она у нас. И опять также мы прокалываем. Если вы что-то не поняли, пересмотрите. Найдите мастер-классов. Очень много мастер-классов, которые именно по закрытию резиночки. Потренируйтесь, потому что, ну, это такая вещь, которая может с первого раза у вас не получиться. Все, закрываем резиночку до конца. И будем вставлять шнурочек уже. Шнурочек вяжем айкорд 80 сантиметров. 80. У меня уже последние петельки. Да. Еще раз покажу, где наша изнаночная. Самую не вижу, где моя изнаночная. Да, вот моя изнаночная. Вхожу в нее.
И как видите, у меня остается вот уже совместить первую и последнюю петельку. Все. Вот так вот. Смотрите, как красиво. Просто супер. И нам надо будет сейчас убрать эту ниточку вовнутрь. Так. Я вот так вот просто соединю вот здесь. И уберу ее вовнутрь. Шнурок я уже связала. Мне было вечером заняться нечем. Вот он у меня, мой шнурок, 80 сантиметров. Вы можете, в принципе, не делать шнурок, если вы не хотите. Сейчас я вам покажу, как мы будем его вставлять. Так, нам нужно вставить булавку и найти середину. Где у нас середина? Так, ну я прикинула, что середина у меня примерно здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот так я буду вставлять. И через каждые 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот сюда я буду через каждые 3 вставлять. Может, через каждые 4. Можно через каждые 2 многовато будет. Слишком часто буду дырочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вставляем. Через 3. 5 вставляем. Вот таким образом протягиваем шнурок. И нам надо будет выйти вот тут. Так, вот я вставила уже в последнюю. И все. Конечно, край закрытой иголочкой, он не будет супер хорошо держать форму и амортизировать, так как это делает край, который закрыт спицами. Но этот край намного более эстетичный. Все. Такие вот трусики. Ну, что у меня не получается их хорошо вытянуть. Посильнее надо подтянуть. Очень-очень долгий мастер-класс получился. Но я думаю, что результат вас порадует. Получилось очень красиво. Сделала специально такие длинные, чтобы можно было бантик завязать. Такой вот красивый бантик получается. Вот и готов мой комплект для новорожденного. В комплекте у меня еще будет кофточка, но, к сожалению, сейчас пока что не могу ее вязать. Пуговиц совершенно дома никаких нет. Жду посылочку с Алиэкспресс с пуговицами. И к этому комплекту я еще свяжу кофточку. Всем спасибо за просмотр и всем пока.